Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике мы разберем команду Ледяного Взрыва на финального босса 6-го сезона. Немного пройдемся по заменам, разберем важные моменты и все нюансы. Ну что ж, погнали! Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам, намного дешевле, чем в игре. Если у вас нет, допустим, Фредгунды, то можете поставить Этерил, если вы ее крутили в этом сезоне. За счет своего дебафа вот этого на урон холодом, он тоже тут работает в принципе, так что как замена в принципе достойная. Также можно будет ее сделать в разлом. И, соответственно, шину мы уже можем собирать как дэмэдж дилера. Также по поводу питомца. Тут уже смотрите сами, у меня почему-то с джином получилось лучше. Возможно, из-за того, что на големе у меня просто таланты хуже. Поэтому джин у меня зашел здесь лучше. Поэтому нужно будет проверить, каким именно питомцем у вас будет лучше урон. Тайминги я здесь использую вот такие. В принципе, все стандартное. По поводу Филосси, там уже будет от ускорения зависеть. Если что-то не получится, то нужно будет чуть-чуть назад, либо вперед тайминги подвигать. Потому что на 15 секунд цикл тут все равно у нас не получается выйти. Соответственно, хоть у нас тут общие циклы 17,5, но когда происходит заливка через кукольника, не всегда получается именно, чтобы Филоссию заливали именно каждые 15 секунд. То есть спустя несколько циклов все равно нам чуть-чуть не хватает. И Филоссия по чуть-чуть езжает. Именно при таких таймингах получается, что нам на весь бой хватает того, чтобы именно диспелить вот этот контроль от лягушки. Соответственно, Филоссия у нас тут сопротивление, дал ей ребра и все, что связано с щитами. 552 сопротивления у меня получилось выкрутить и 93 ускорения. 93 ускорения, кстати, это более чем достаточно, потому что у нас еще действует глобальный баф на 30 ускорения. То есть без учета глобального бафа у меня получается уже 17. Нам как раз столько и нужно. То есть в принципе от этого можно минуснуть 30. То есть 63 вполне будет достаточно. Таланты использую вот эти. Далее Зорок. Зорок у нас тоже в сопротивлении и атаку. Мотки вот эти поставил на, получается, раздачу атаки и на баф урона. Артефакт используем рога оленя. Почему Зорок в сопротивлении? Потому что из-за того, что Фредгунду нужно ставить за спину нашей билдель, соответственно, расстановка у нас при этом вот такая. То есть мы не можем взять и раздать сопротивление сразу всем героям при такой расстановке. Поэтому сопротивление у нас будет также Зорок, а данные герои, получается, будут получать сопротивление от Филоссии. Билдель у меня полностью урон. Характеристики, конечно, не очень. Желательно транскрита побольше, но больше у меня выжить не получается. Соответственно, руна на сопротивление. Ну и немножко в допах было, получается 156 вполне достаточно. Ну и талантик на отхил берем обязательно. Вот такие таланты у меня здесь получается взяты. Шина также сопротивление, атака и точность. 227 мне здесь в принципе хватает. Ну и талантик на отхил, соответственно, тоже. Сет я взял этот, чтобы она бафала нашу билдель. Можно, конечно, попробовать дать ей еще там кучу. Вот так на атаку. Нужно будет уже именно подбирать и смотреть, как у вас лучше. У меня получается лучше вот так. Можете потестировать, допустим, верха взять ей, к примеру, чтобы бафнуть больше атаки. Все зависит, в принципе, от того, какая шмотка у вас стоит на билдель. Именно если на взятие атаки, то лучше шину собрать именно максимально в атаку, отказавшись от того сета. У меня таких шмоток нету хороших именно под билдель, то есть я по урону тогда проседаю. Соответственно, если у вас здесь другой сет, то берем и делаем именно на атаку. То есть здесь что-нибудь на атаку, можно на урон вообще взять шине. И верха, допустим, вот как я уже сказал, на баф атаки, именно там, где атака и ускор, вот этот бездны сет, чисто в атаку гнать шину. То есть она бафнет сильнее билдель, и билдель возьмет от шины больше атаки. Естественно, это будет
более профитно, нежели этот сет, который сейчас у меня. Ну и Фредгунда у нас вот такая. 300 допы, сопротивление. Если нет этого артефакта, можно, в принципе, поставить сферу драконьего бога, и, по сути, прибавка к урону будет та же. Что здесь 15%, что здесь 15%. И, соответственно, этот артефакт еще и увеличит прочность щитов. Лося как раз дает щиты, поэтому по урону сильно не просядете. Ну и, собственно, сейчас покажем, как проходит бой, а мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал, все ссылки в описании. До скорых встреч, всем пока. Белдель взлетает, кувалда звенит, маленький гном разбивает гранит, русалка шинно кастует поток, ледяные иглы бьют прямо в висок, Зорак свирепый сносит барьер, ледяной взрыв наш новый размер, а у Тайтан плачет, Тайтан флейк в три бьет, вот эти лягушки сейчас упадет. Ледяной взрыв разрывает бас, этот фиолетовый босс не удержит нас, все цирени гаснет во льду, я иду крушить эту беду. Люсия, держи свой щит. Сиреневый босс почти разбит. Лед, взрыв, скоро финал. Бит. Летевые колокола. Лягушка на дне. Фиолетовый дым растаял во льду. Фиолетовый неон, сиреневый яд, слышишь, как колокола звенят. Ледяной взрыв. Let's go! Босс в сиреневом плаще призывает кошмар. Мерзкая лягушка изрыгает пар. Вся арена в ядовито-фиолетовом огне. Но Фила здесь